Основной продукцией Муромского завода радиоизмерительных приборов являлись радиолокационные системы и бытовая аппаратура, магнитофоны, усилители, радиолы, электромузыкальные инструменты и даже компьютеры. Эта радиола, появившись на прилавках в 1965 году, вызывала восторг у всех мальчишек и девчонок. Не обладая какими-то особенными техническими характеристиками, она только появившись сразу завоевала себе почитателей. Желающие могли приобрести ее за 138 рублей, а отличалась она от шеренги своих ровесников наличием встроенной цветомузыки. Но обо всем по порядку. Еще в середине 17 века были выдвинуты теории о переводе музыки в свет, а в 1910 году композитор Александр Николаевич Скрябин включил в партитуру симфонии «Прометей» партию световой клавиатуры. Эксперименты советского инженера Леонтьева и лаборатории цветомузыки Ленинградского научно-исследовательского института привели к созданию действующих образцов, один из которых применили в этой радиоле, которая называется гамма-В. Индекс В расшифровывается как всеволновая. Цветомузыкальная установка разделяет звуковой спектр частот на три части. За каждую из них отвечают две лампы одного цвета. Низкие частоты от 100 до 200 Гц – лампы красного цвета. Средние частоты от 500 до 1000 Гц – лампы зеленого цвета. Высокие частоты от 2200 до 10 тысяч Гц – лампы синего цвета. Свет от ламп проецируется перед динамиком на специальный ячеечный экран, позволяющий получить наилучшие цветовые эффекты. Спереди этот экран закрыт решеткой динамика, выполненной из специального прозрачного полимера. Яркость ламп можно было плавно регулировать, если устали от этого представления, или присутствуют люди, страдающие фотосенситивной эпилепсией, то его можно было просто отключить. А теперь попытайтесь представить себе те эмоции, которые вызывала эта радиола среди населения в 60-х. Телевидение было черно-белым, концерты без всех тех спецэффектов, что мы имеем сейчас. В домашнем обиходе цветомузыки еще не было, она стала массовым явлением ближе к концу 70-х, и тут такое чудо. Кстати говоря, в этой радиоле переходы между цветами плавные, а в последующие годы стали резкими, но это дело вкуса, о которых, как известно, не спорят. Сам же проигрыватель довольно обычный, рассчитан на воспроизведение пластинок всех форматов, имеет три скорости – 78, 45 и 33, снабжен автостопом при окончании пластинки. К радиоле можно подключить магнитофон для записи или воспроизведения, а также дополнительный громкоговоритель, что придавало большей объемности звучания. Радиоприемник имеет 5 диапазонов – длинные, средние, ультракороткие и 2 коротковолновых с оптическим индикатором точной настройки на радиостанцию. В радиоле применено 3 динамика, один на передней панели и 2 на боковых стенках футляра. Диапазон воспроизводимых частот от 80 до 10 тысяч Гц. Есть ручки регулировки тембра по низким и высоким частотам. Радиола довольно небольшая, ее длина 63,5 см. Парящая крышка в совокупности с ножками придают ей некоторую воздушность и легкость, хотя вес ее 18 кг, а потребляемая мощность 100 Вт. Она успела мелькнуть в фильме 1968 года «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, в кадрах, снятых в каюте капитана круизного лайнера Михаил Светлов. Правда, там она какая-то странная, нет кнопок, без внутренности, что ли. Выпуск был прекращен в 1969 году. За эти годы было выпущено 380 944 штуки. Радиола была довольно надежной, и большинство отправилось в чулан или на выброс в рабочем состоянии. Многие отправились в гаражи и на дачи, где и дожили до 21 века. Умберто Эко изучил идею прекрасного.